Приветствую вас на канале Animal History. Потрепанный рыжий кот, которому на вид было около 6 лет, и который, вероятно, все эти годы провел на улице, был в начале лета 2019 года отловлен и помещен в приют гуманного общества Миннесоты. Кот выглядел так, словно он пережил драки с десятком котов и собак, тело его было покрыто шрамами, одно ухо висело как тряпочка, и он едва не лишился глаза. При этом у него еще и выявили вирус кошачьего иммунодефицита. При этом кот совсем не был одичалым и не сторонился людей. Наоборот, он оказался очень ласковым. В приюте коту дали кличку Брюс Уиллис и начали искать ему хозяина. Каждого пришедшего выбирать себе кошку Брюс встречал с мурлыканьем и любовью, но, увы, люди в основном забирали или котят, или более симпатичных кошек. Брюсу никак не мог выпасть верный шанс. Однако 8 августа все изменилось. Именно тогда на страничку приюта в Facebook зашла женщина по имени Сандра, и когда стала просматривать фотографии котов, которым искали хозяев, ее глаза тут же наткнулись на снимок Брюса. Спустя пару дней Сандра приехала в сам приют и попросила показать ей потрепанного рыжего кота с очень печальными глазами. Брюс ей очень понравился, однако Сандра все еще не была готова заводить себе животное на постоянной основе. К тому же хозяин дома, где она снимала квартиру, установил правило никаких кошек или собак. Поэтому Сандра вернулась из приюта домой без Брюса, но с надеждой, что его вскоре кто-нибудь возьмет. Сандра потом еще не раз приходила в приют пообщаться с котом, но прошел месяц, а у Брюса все еще так и не было хозяина. И это разрывало Сандре сердце. И тогда она наконец решилась. Она послала арендодателю фотографии кота с просьбой разрешить ей держать его в виде исключения. И арендодатель не выдержал и разрешил. Больше Брюсу не надо сражаться за еду, у него теплый дом, много игрушек и хозяйка, готовая его постоянно гладить и ласкать. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.